Дорогие друзья, приглашаю вас связать вот такое очень простое и в то же время нежнейшее ленточное кружево. Выполняется просто, как я уже сказала. Вы можете его использовать как, допустим, центральную часть, да, для какого-либо изделия, как вставочку или как самостоятельный элемент для создания полотна. То есть у вас получится вот такая лента, вы можете прямо из этих лент создать полотно красивое, интересное. Еще раз скажу, вяжется очень-очень просто. Присоединяйтесь, обязательно пишите в комментариях, где вы используете такую красоту. Давайте посмотрим изнаночную сторону нашего кружева. В принципе, оно как бы двустороннее кружево. Единственное, ну, я бы сказала, что вот именно пико мне больше нравится, как смотрится по лицевой стороне. Для работы я использую крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Вы можете использовать другую пряжу и подобрать, конечно же, крючок под нее. Начинаем выполнение нашей ленты с 17 воздушных петель. Обращаю ваше внимание, что раппорт в высоту всего лишь 4 ряда. Я набираю цепочку из 17 воздушных петель и считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Я выполнила цепочку из 17 воздушных петель. Еще хочу обратить ваше внимание, что в уроке я прикладываю схему, выполненную моей студией. И для тех, кто читает схемки, очень удобно будет взять эту схемочку и связать ленточное кружево по схеме. Нюансы вы можете посмотреть в самом мастер-классе. И мы продолжаем. Я выполняю далее арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок и ввожу крючок в 6-ю петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот таким образом. Выполняю столбик с накидом. Далее накид на крючок, ввожу крючок в эту же петлю и выполняю столбик с накидом. Далее воздушная, еще 2 столбика, столбик с накидом и еще один столбик с накидом. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Накид на крючок и в цепочке я пропускаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8-ю петлю я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Далее у меня будет арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Выполнили. Далее опять арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Накид. И я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня остается последняя 8-я петелечка. Я так себя проверила. Я ввожу в нее крючок и выполняю столбик с накидом 1. Я ее затем подтяну обязательно. Далее 2 столбик с накидом. Воздушная. И еще 2 столбика с накидом сюда же. 1 и 2. Мы с вами выполнили первый ряд нашей ленты. И обращаю ваше внимание, что все ряды, вот мы с вами выполним сейчас 4 ряда, они все буквально будут повторяться в дальнейшем. Единственное отличие, здесь мы выполняли провязывание в цепочку. Я, конечно же, покажу провязывание уже непосредственно в первый сегмент. То есть как в дальнейшем будет идти это провязывание, вот именно вот этого первого ряда. Вяжется просто, еще раз подчеркну, и есть схемка в уроке. Мы продолжаем и будем выполнять второй ряд
нашей ленты. 1, 2, 3, 4, 5. Я выполняю арочку из 5 воздушных. Работу разворачиваю, накид на крючок и под воздушную петлю выполняю столбик с накидом. Первый, далее второй, далее воздушная и еще 2 столбика. Первый столбик и второй. Все очень просто. Выполнили. Далее у меня идет арочка из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Накид на крючок. И теперь смотрите, под арку из 3 я буду провязывать 8 столбиков с одним накидом. И провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили 8 столбиков с одним накидом под нашу арочку. Далее я буду выполнять такую же арочку из 4 воздушных, то есть противоположная сторона абсолютно одинаково выполняется. 1, 2, 3, 4, накид и под воздушную первый столбик с накидом, второй, воздушная и еще 2 столбика. 1, 2. Выполнили. Далее мы с вами работу разворачиваем. Сначала выполняем арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И разворачиваем работу. Смотрите, я выполнила второй ряд моей ленты и могу приступить теперь к выполнению третьего ряда моей ленты. Накид на крючок. Я ввожу крючок и выполняю первый столбик, далее второй, воздушная и еще 2 столбика. 1 и 2. Выполнили. Далее мы выполняем арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид на крючок. И теперь смотрите очень внимательно. Я буду провязывать столбики между столбиков. Вот таким образом. Будет их 7 штучек. Между ними будет воздушная. Провязываем. Первый столбик с накидом и воздушная. Второй столбик и воздушная. Третий столбик и воздушная. Четвертый столбик и воздушная. Пятый и воздушная. Шестой и воздушная. И 7 столбик с накидом. Мы выполнили, как и договорились, 7 столбиков, между ними воздушная. Выполняли между столбиков. Далее арочка из 3. 1, 2, 3. Накид. И завершаю я одинаково всегда ряд. То есть это будет 2 столбика, воздушная и 2 столбика. 1 и 2. Третий ряд моей ленты готов. И я могу приступить к выполнению 4-го ряда моей ленты. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваю. Накид на крючок. Ввожу крючок в вершинку. Не вершинку, а под воздушную петлю. И выполняю первый столбик,
второй, воздушную и опять же сюда 2 столбика. Раз, два. Далее я выполняю арочку из 2 воздушных петель. Раз, два. Накид на крючок. И теперь смотрите очень внимательно. Я буду провязывать столбики с пико под воздушную петлю. Количество мы сейчас с вами обговорим. Первый столбик с накидом под воздушную и пико из 3 воздушных, 3 воздушные. Далее я ввожу крючок в вершинку столбика. Видите, вот таким образом захватываю обязательно 2 нити и выполняю соединительную. Мой столбик с накидом с пико готов. Под следующую арочку я провязываю 2 столбика с пико. Первый столбик и пико из 3 воздушных. Далее второй столбик и пико из 3 воздушных. И далее еще один столбик с пико. Выполнили. Далее мы продолжаем. Под следующую арочку мы опять же выполняем 1 столбик и пико. Далее у нас будет 2 столбика с пико. Первый столбик, пико и второй и пико. И нам остается выполнить еще 1 столбик с пико. Столбик с накидом, пико из 3 воздушных и завершено. Далее смотрите, я выполняю 2 воздушные, арочку из 2 воздушных и завершаю выполнение моего 4-го ряда. Первый столбик, второй, воздушная и еще 2 столбика. Раз и 2. Останавливаемся и смотрим. Я выполнила 4 ряда моей ленты. Раппорт в высоту у нас 4 ряда. Единственное, сейчас мы с вами провяжем вот этот ряд, который в дальнейшем будет, естественно, у нас повторяться. Отличие, то есть мы вяжем все точно так же. Единственное, мы наши столбики будем провязывать в центр. Смотрите, вот у нас 8 столбиков, и между вот этими столбиками мы будем провязывать наши 2 столбика. Мы сейчас с вами все разберем. Еще раз подчеркиваю, раппорт в высоту 4 ряда. Мы с вами продолжаем работу и будем выполнять 5-й ряд нашей ленты. Это первый ряд раппорта в высоту. Выполняем арочку из 5, 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю работу, накид на крючок и ввожу крючок под воздушную петлю. Здесь у нас всегда все будет повторяться. Я выполняю первый столбик с накидом, второй, воздушная и первый столбик с накидом, второй и далее я выполняю арочку, помните, да, как и здесь, арочку из 5 воздушных, как я и говорила, 1, 2, 3, 4, 5, накид на крючок. И теперь вы ориентируйтесь по столбикам, 1, 2, 3, 4. Ввожу крючок, у вас с этой стороны остается опять же 4 столбика. Я ввожу крючок между столбиками. Смотрите, чтобы ваше пико было с одной стороны 4, с другой. И выполняю столбик с накидом 1. Далее
как и здесь, у меня будет арочка из 3, накид. И сюда же ввожу крючок и выполняю еще один столбик с накидом. Вот таким образом. То есть то, что у нас дальше с вами будет повторяться. Арочка из 5, раз, 2, 3, 4, 5, накид. И как и ранее я ввожу под воздушную первый столбик с накидом, второй, воздушная и еще 2 столбика. Раз, 2. Мы с вами выполнили 5-й ряд нашей ленты и 1-й ряд раппорта в высоту. Всего, напоминаю, у нас 4 ряда. Далее мы выполняем с вами 2-й ряд, 3-й и 4-й. Все вяжется точно так же. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно на необходимую вам длину. Что мы делаем? Мы выполняем арочку из 5, раз, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваю, накид на крючок и ввожу крючок под воздушную. Первый столбик, второй, воздушная, первый столбик и второй. Далее, как и в нашем ряду, мы выполняем арочку из 4 воздушных. Раз, 2, 3, 4. Накид на крючок. И под арочку из 3 я выполняю 8 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 1, 2, 3, 4 воздушных и под воздушную первый столбик, второй, воздушная и еще 2 столбика. Раз и 2. Я выполнила 2-й ряд раппорта в высоту, 7-й ряд ленты, и далее вы будете, прошу прощения, 6-й ряд моей ленты. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Да, конечно же, 6-й ряд я завершила. И далее вы продолжите выполнять самостоятельно на необходимую вам длину. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такую красоту. Нежнейшее ленточное кружево. Раппорт в высоту всего лишь 4 ряда. Вяжется очень-очень просто, смотрится красиво. Вы можете сделать любую вставочку, можете центр изделия сделать, да, и продолжить его с одной и с другой стороны. Все зависит от вашей фантазии. Очень красивая лента. Можно повязочку на голову сделать летнюю красивую. То есть все будет зависеть от вашей фантазии. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Напоминаю, что раппорт в высоту всего лишь 4 ряда. И в уроке приложена схема, выполненная моей студией. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Спасибо вам большое за лайки и за то, что вяжете вместе со мной. До новых встреч!